Ассоциация «Грибы и грибники Калининградской области». Грибная банда представляет. Ребята, всем добрый день. Спасибо за то, что зашли на наш канал. Прошла неделя, и мы продолжаем серию репортажей о весенних грибах и, конечно же, о полезных травках. В прошлом видео я обещал фантастический сбор черемши. Посмотрим, насколько она подросла. Покажем уроки профессионального сбора черемши. В этом видео от себя и от участников нашего грибного бандформирования мы добавим пару уж очень вкусных рецептов из нее же. Впрочем, это секрет. Смотрите видео до конца, и вы все поймете. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас грандиозный выезд. Сегодня самый большой выезд в этом году. Сегодня нас 32 человека. Все по друг другу соскучились. Тут такие обнимашки были. Ну, собственно, пойдем проведаем черемшу. И выезд начинается с испытания из серии «Последний герой». Те, ребята, которые смотрят с Калининградской области, это знаменитое корневское бревно. Половина, конечно, испугались идти, но все дело в том, что за спиной как раз очень-очень продуктивные поляны. И сейчас мы это проверим. К сожалению, видимо, из-за этих штормов, которые прошли, или же из-за похолодания, она в районе Корнева не очень сильно подросла. Кстати, насчет примет, ребята, знаете, вот предпоследний шторм, который проходил, был даже гром. Так вот, бабушки старые говорят, то что если гром будет на голый лес, год будет голодным. Вот как-то так. Ее черемши в районе Корнева очень много. Она вон сплошной щетиной, но она вообще не подросла. Поэтому, наверное, сейчас сменим дислокацию. И посмотрим, что из этого получится. К сожалению, человек предполагает, Господь располагает. В Козловке она несколько побольше, конечно, но тоже еще маленькая. Хотя на первый салатик мы все-таки тут соберем. Ее очень много, есть уже раскрывшаяся, но она все равно еще маленькая. И провести мастер-класс по сбору, ну, мне кажется, не получится. Хотя мы сейчас попробуем. Ребята, обратите внимание, когда вы поехали собирать черемшу, первый атрибут, который надо взять с собой, обязательно это ножик. Это первое. И обязательно возьмите с собой денежные резинки. Обыкновенно одевайте на руку. Для чего? Это облегчает сбор и упрощает намного. Для чего ножик? Берем стебель черемши, пусть вот это вот маленькая, и под углом 45 градусов загоняем в землю. Проводим, выдергиваем. Вот у вас два стебелька, вы отрезали просто стебель. Ребята, предвидя возмущение всевозможных зеленых, скажу, черемша — это многолетнее луковичное растение, и глубина залегания луковицы порядка 15-20 сантиметров.
тем, что вы обрезали луковицы, самой черемше не наносится никакого вреда. Поверьте. Так собирали наши дедушки и бабушки. Дело, конечно, достаточно муторное. В том отношении то, что она сейчас еще довольно-таки маленькая. Но при терпении и определенном усердии на салатик набрать можно свободно. Вот такая она получается, чистенькая, хорошенькая. И теперь нам понадобится резинка. Берем пучок, переворачиваем его, снимаем резинку с руки и перематываем пучок. Для транспортировки самое то, вот такой вот маленький пучочек. Я просто сейчас не хочу долго это все объяснять, долго снимать, но тем не менее, вот видите, буквально за минуту я набрал вот такой вот пучочек. К сожалению, фантастического сбора у нас не получается, но тем не менее основы мы вам показали. Все, что связано с рецептами, мы когда подъедем к нашим ребятам, вернемся, гуру кулинарии вам расскажет много интересного. Досмотрите видео до конца. Ребята, осталось совсем немного подождать. Вот она, вот такая здоровская. Вот такие вот витаминки. Очень и очень полезные. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как в вашей местности называют черемшу. Например, я знаю, что в центральной России ее называют колба или колба. Правильного ударения не знаю, куда ставить. А как в вашей местности ее называют? Весна вступает в свои права. Здорово. Фантастического сбора, конечно, не получается. Очень обидно. Но, тем не менее, главной целью сегодня была отнюдь не черемша, поверьте мне. Сейчас мы вернемся к нашей банде. И я расскажу цель нашего сегодняшнего большого сбора. Ребята, а теперь обещанные вам ранее рецепты. Если вы смотрели трейлер нашего канала, там есть такие строчки: Инна, Ирина, кулинарии профи. Задались бы целью, из грибов был бы кофе. Сейчас наш гуру, наша Ирина, поделится своими рецептами. Кстати, баночку, которую я вам показал, ранее мы приходили, вернее, я приходил со своего подвала. Уж очень мне нравится черемша в томате. Заодно Ирина сейчас расскажет, как ее делать, и поделится своими вкусными блюдами. Ну да, начался сезон черемши, и нужно торопиться, потому что черемша очень быстро отойдет. Еще неделька-две, и начнут крупные листочки. Мариновать лучше всего, когда она вот именно вот такая. Она красиво смотрится в баночке, если ее стоя поставить. Рецепт, кстати, очень совсем несложный. Главное помыть, разложить в стерильные баночки, приготовить маринад. Маринад тоже очень простой. Я скажу на 2 литра воды. А вы уже, пожалуйста, там рассчитывайте, сколько у вас там по количеству будет баночек. 2 литра воды,
3 ложки сахара, 3 ложки соли, закипятили. Можно туда кинуть перчик горошком, перчик душистый, лаврушечку. Закипело, положили 2 чайные ложечки уксуса и закатали. Это один способ из маринования. Можно сделать с томатной пастой. Все это идет на 1,5 килограмма черемши. Ну, то есть вот в этом пучке, допустим, 250 грамм. Вот и представьте, сколько вам нужно черемши. Ну, чтобы закрыть 1,5 килограмма. Потом муж мой, например, любит больше всего черемшу с салом. Прокручиваем сало, черемшу, объединяем. Можно в баночке, можно в пленочку качалочкой заморозить. Потом шайбочки можно на готовое блюдо. Можно в котлеты кусочек положить, котлеты будут сочные. Можно оставить просто в холодильнике как намазочку. Можно сделать зажарку для борща. Если черемшу перекрутить со сливочным маслом, то, поверьте мне, судак в духовке, да шайбу сверху, одну, вторую сливочное масло с черемшой прокручено, это будет бомба. Так что рецептов очень много. Заходите на наш канал. У нас в отделе кулинарии очень много рецептов с черемшой. Ты неправильно сказала чуть-чуть. Заходите в нашу группу ВК. Ну, ВК, да. Почему? В чат кулинарии. В чат кулинарии, да. Мы всех Чат. ждем. В чат кулинарии. От себя могу, ребята, добавить. У меня друг Сергей, он готовит манты с черемшой. Они, будем говорить так, вонючие до ужаса. Но, блин, они настолько вкусные, обалдеешь. Так что черемша, ребята, всем рекомендуем. Первое витаминки, первое очень шикарное такое блюдо. Весенняя травка. Очень полезно. Медвежий лук, не забываем. Медведь просыпается на Дальнем Востоке. Первое, что он ест, это медвежий лук. Я думал, откуда такое название. Вот такое название. Он пополняет свой организм, простите, у него жир-то весь ушел, и вот так он поправляет свое здоровье. Спасибо, Ир, спасибо. Пожалуйста. Наши посиделки продолжаются. Да, пошли, а то мы опоздаем. А сейчас я внесу пояснение, почему нас на выезде сегодня так много. Ребята, мы празднуем наш день рождения. Поздравьте нас в комментариях, будем благодарны. На нашей площадке ВК нам 3 года. На наших площадках Facebook, Instagram нам 2 года. И нашей площадке на базе YouTube нам год. Мы только начинаем. Мы еще маленькие. Будем говорить, только начинаем ходить. У нас еще, правда, не все вернулись. Итак, ребята. Дорогие мои бандиты и бандитки, я хочу вас поздравить, что нашей группе 3 года. С днем рождения. Спасибо Николаю и Татьяне, что они собрали такой сплоченный коллектив. Что мы все такие здесь просто грибанутые. Поздравляем! 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 Ура! Что налили? У всех там все есть. Так, дорогие мои, давайте выпьем за нас, красивых. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И за начало грибного сезона. Да. Чтобы мы наклонились и больше не разгибались. Кофе Корона! Ножи купили, да. Потерялись, да. А что, в следующем году найдете? Да. Кофе у корона. Нет, что надо было оставлять, так не теряли. Скидывай. Что, Люба? Одну туда, одну туда. Давай. Ребят, на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выезд. Наше сегодняшнее видео. Да подожди, ты у нас... На следующей неделе будет еще что-то интересное. Спасибо за то, что посмотрели нас. Спасибо за то, что смотрите за жизнью грибной банды. Вступайте в наши ряды! Каждому грибнику по грибу!